Компания Honda – одна из немногих производителей, кто никогда не боялся экспериментировать и выпускать на рынок различные пробные модели. Так, в 1986 году была представлена экспериментальная модель Honda TLR 200 Reflex, которая выпускалась крайне ограниченным тиражом. Мотоцикл представлял собой модель двойного назначения. Honda решила совместить мототриал с повседневной ездой. Предназначенный изначально для мототриала, TLR 200 имел все характерные черты таких мотоциклов. Его руль мог поворачиваться практически горизонтально к его раме. Плюс к этому конструкция мотоцикла предполагала езду стоя. Однако TLR 200 Reflex имел сиденье и светотехнику для передвижения по дорогам общего пользования. Но если заменить звездочки, то на этом мотоцикле уже можно смело штурмовать препятствия на соревнованиях по мототриалу. На мотоцикле использовался двигатель от спортивно-кроссовой модели XR200, который поместили в новую раму. Одноцилиндровая четырехтактная силовая установка воздушного охлаждения имела рабочий объем 194 кубических сантиметра. Диаметр цилиндра был равен 65,5 мм, а ход поршня 50,8 мм. Двигатель функционировал со степенью сжатия 7,2 к 1 и был способен выдать 13 лошадиных сил максимальной мощности на 5000 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент достигался на 4000 и составлял 18 ньютон-метров. Коробка передач насчитывала 6 ступеней. Пуск двигателя осуществлялся кикстартером. За питание отвечал 26-мм карбюратор Keihin. Вместимость топливного бака составляла 6 литров. Общая длина мотоцикла 2080 мм. Высота по седлу 780 мм. Высота дорожного просвета была равна 300 мм. Сухая масса мотоцикла 90 кг. Подвеска TLR 200 представляла собой переднюю телескопическую вилку с ходом 160 мм и маятник с двумя амортизаторами сзади, ход которых составлял 150 мм. Тормоза представляли собой барабанные механизмы на обоих колесах, которые были разного размера, передняя на 21, задняя на 18, и обувались в зубастые шины. Honda TLR 200 Reflex очень хорошо подходил для покатушек в лесу и в горной местности, где ему были не страшны ни узкие тропинки с ветками и бревнами, ни большие камни, которые он без проблем преодолевал. Также при желании на нем можно было легко поучаствовать в любительских соревнованиях по мототриалу. Мотоцикл производился всего 2 года, с 1986 по 1987 год, после чего покинул конвейер.